Выходя из своей машины, он полностью погруженный в свои размышления и совершенно бездумно, без какого-либо осознания своего поступка, пнул бродячего пса. Он не заметил, как его нога с силой впечаталась в бок животного, слыша лишь глухой звук удара. Собака вздрогнула, заскулила, но не убежала. Ее испуганный и полный страха взгляд, касавшийся его на мгновение, казался ему настолько выразительным, что мог бы сказать больше, чем любые слова, произнесенные вслух. В этот момент ему показалось, что он просто прошел мимо, но кажется, что в голову ему не приходило, сколько боли и страха он причиняет этому беззащитному существу. В своей внутренней борьбе он не замечал, как его действия могли повлиять на судьбу не только собаки, но и его самих. Однако в тот момент он был слишком сосредоточен на своих собственных мыслях, заботах и проблемах, которые не оставляли ему покоя и терзали его душу, чтобы задуматься о чувствах этого бедного животного. Прошло время, прежде чем он снова вернулся к месту, где оставил свою машину. Он спешил, ведь его мысли были окутаны прожитым днем и были заняты недавней неудачей на работе. В поисках утешения он искал спасения в простых вещах, например, в своей машине, которой он отдавал предпочтение. Она стала для него чем-то вроде оазиса, где он мог хоть на мгновение забыть о своих заботах и погрузиться в свои мысли. Но когда он вернулся, его остановило то, что он увидел. Он совершенно застыл в полном недоумении на месте, пораженный тем, что в какой-то момент представила собой неожиданную для него картину, которую он не мог переварить. Рано утром, в тот ранний час, когда пустые улицы только начинали оживать, а первые лучи солнца пробивались сквозь облака, одаривая мир мягким и теплым светом, жителей этого дома, о котором пойдет речь в нашей интересной и, возможно, поучительной истории, разбудил пронзительный и очень настойчивый лай собак. Этот шум, раздававшийся откуда-то из глубины двора, создавал ощущение хаоса и беспокойства в обычно мирном и спокойном районе. Кто-то из соседей, глядя в окно, крутил головой, стараясь понять, что же происходит. Некоторые даже подумали, что, возможно, начался настоящий переполох, вызванный каким-то важным и тревожным событием, которое заставило всех встревожиться и выйти на улицы. Что же могло вызвать такую яростную и неистовую реакцию четвероногих защитников нашего мира? Как оказалось позже, один из жильцов этого самого дома, слегка навеселе, и выпитый алкоголь, казалось, пошел ему лишь на пользу. При этом он, очевидно, не осознавая последствия своих действий и поступков, припарковал свой Volkswagen Jetta прямо у подъезда, как будто это была его личная собственность, и ни на секунду не подумал о том, сколько неудобств это может причинить другим. Он вышел из машины, не обращая внимания на окружающих, а также на собаку, которая прохаживалась недалеко от него, будучи совершенно погруженным в свои мысли. Ему казалось, что мир вращается вокруг него, и он мог бы делать все, что угодно, не задумываясь о последствиях. Проходя мимо, он заметил бродяжку. Бедного потерянного пса, который, казалось, был совершенно беззащитным и не представлял никакой угрозы. В тот момент в его голове проскочила мысль о том, что собака не стоит его внимания. Не раздумывая ни минуты, молодой человек пнул это беззащитное животное, полагая, что оно послужит ему лишь объектом для самовыражения, не понимая, что проявляет свою жестокость не только к нему, но и ко всем, кто способен чувствовать и осознавать, что происходит вокруг. Он, будучи в приподнятом настроении и не испытывая абсолютно никаких угрызений совести, уверенно пошел дальше. В этот момент ему даже не пришло в голову, что его действия могут иметь какие-то последствия, которые позже ему придется пережить, и как он с этим будет жить. Однако судьба, как это часто бывает в жизни, распорядилась иначе, чем он ожидал. Когда он вернулся к своему автомобилю, его охватил ужас, и он был в полном шоке. Во двор, словно по зову, хлынула стая собак, которые, как будто почувствовав несправедливость, произошедшую несколько минут назад, начали рвать и метать его машину, как будто это была игрушка, на которую они могли бы разрядить всю свою ярость. Они кусали колеса, когтями царапали краску и скребли по металлу с такой решимостью,
как будто знали, что отомстить за оскорбление — их святая обязанность. Это было зрелище, которого он не мог забыть ни при каких обстоятельствах. Его Volkswagen, который только что сверкал новой краской и выглядел безупречно, теперь стал жертвой настоящего нападения, жестоко пострадавший от злых сил природы и непредсказуемости окружающего мира. Собаки, которые не так давно мирно бродили по двору, теперь были охвачены яростью. Они рычали, скулили, и их глаза горели ненавистью. Он чувствовал себя беспомощным, словно мышь, попавшая в лапы кошки. Он попытался убежать, но собаки окружили его, преграждая путь к спасению. Он отчаянно пытался отогнать их, но они были слишком многочисленны и слишком злы. Он понял, что он в опасности, и его жизнь висит на волоске. Мир иногда кажется полным несправедливости, но жизнь, как бумеранг, всегда возвращает нам то, что мы от нее получаем. Этот случай стал для него не просто уроком, но настоящим сигналом тревоги. Он понял, насколько сильна карма, и тем более силу любого живого существа, даже если оно выглядит беспомощным и слабым. Он осознал, что нельзя обижать братьев наших меньших, и, возможно, именно этот инцидент заставил его остановиться и задуматься о своих действиях, о своих выборах и о том, какое влияние они могут оказывать на его дальнейшую судьбу, не только в отношении окружающих, но и его собственной жизни. С того момента он стал по-другому смотреть на мир. Он начал с интересом наблюдать за погодой, цветами, животными, и даже стал разговаривать с соседями, которых прежде избегал, представляя себе, как приятно общаться и какие замечательные истории они могут рассказать. Он стал более сочувствующим, и это помогло ему изменить восприятие реальности. Часто, сидя в своем автомобиле, он вспоминал ту картину. Разъяренные собаки, рвущие его машину на части, и не мог отделаться от мысли: неужели он действительно заслуживал такого? Это терзало его сознание на протяжении многих месяцев, заставляя вспоминать не только тот инцидент, но и множество других поступков, которые он совершал в своей жизни, которые могли причинить кому-то боль или страдания. Смотря на свою разрушенную машину, он ощутил, как его сердце наполнилось не только раскаянием, но и виной. В этот момент он понял, что собака, которую он пнул, на самом деле была символом его собственных страхов и неудач. Эти простые создания, полные чувств и эмоций, способны отражать нашу внутреннюю борьбу, если мы только позволим себе заглянуть в глаза, полные боли и любви. И он направился к вратам двора, где снова увидел ту самую бродяжку, по-прежнему испуганную, но теперь насмешливо смотрящую на него. Он понял, что собака, несмотря на страдания, не была его врагом, и более того, могла стать его другом. С этого момента он решил, что должен изменить свое отношение, как к животным, так и к окружающему миру. Это был шаг к искуплению, начало нового пути, который, возможно, помог бы ему найти гармонию внутри себя. Он подошел к собаке, опустился на колени и протянул ей руку. Собака с осторожностью приблизилась к нему, и он почувствовал, как ее холодный мокрый нос коснулся его ладони. В этот момент он понял, что он не один, и что в мире есть место для любви и прощения. Не шути с законом кармы. Расскажи эту историю своему окружению и друзьям, чтобы они тоже помнили о том, что каждое действие имеет свои последствия, и что злой поступок всегда возвращается как бумеранг в той или иной форме, даже если это произойдет не сразу. Вот такая удивительная, поучительная и значимая история, которая действительно заставляет задуматься о том, какую ответственность мы несем за свои поступки в каждый момент нашей жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось это интригующее видео, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, а также не забудьте подписаться на наш канал, где вы найдете еще много интересного и увлекательного. Мы будем искренне рады видеть вас снова на нашем канале и надеемся, что вы принесете свои мысли и идеи для обсуждения.